Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень красивый, простой и интересный узорчик крючком. Всего у нас будет несколько рядов, которые будут чередоваться на протяжении всего вязания. Принцип работы везде одинаковый, думаю, не запутаетесь. Для вязания буду использовать два цвета пряжи, чтобы у нас получались вот такие вот красивые боковые полосочки. Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель. Можно набрать любое количество, столько, сколько вам необходимо. Самое главное, чтобы цепочка была кратна 4. Я провязала небольшую цепочку для образца. Теперь смотрите, вот эта петелька, которая у нас на крючке, принадлежит первой петле. То есть, если вот так мы повернем, мы это увидим. Соответственно, первую петельку мы пропускаем, она у нас уже провязана. Во вторую заводим крючок и вытаскиваем еще одну петлю. Оставляем на крючке. И таким образом мы должны полностью провязать этот ряд. Из каждой воздушной петли вытаскиваем по одной петельке. Вяжем так до конца ряда. Теперь провязываем петли в обратном порядке. Провязываем одну петлю, а теперь провязываем ту петлю, которую только что провязали, и одну петлю из ряда. То есть получается как бы по 2 петли. И теперь по 2 петельки закрываем наш ряд до конца. Провязываем так до конца ряда. Вот мы провязали наш ряд до конца. Теперь вытягиваем слегка ниточку, чтобы она не была сильно затянута. И эта первая петелька, которая у нас на крючке, принадлежит вот этой вот первой вертикальной полосочке. То есть одна петля есть. Под вторую полосочку вертикальную заводим крючок, вытаскиваем вторую петлю. Дальше третью под следующую полосочку и четвертую. Берем новый цвет. Теперь желтую ниточку мы не трогаем сейчас, берем новый цвет. И вот следующая наша петелька вертикальная, под нее заводим крючок и протягиваем уже новым цветом петлю. Следующую петлю, это первая петля новым цветом. Теперь следующую провязываем вторую петельку, следующую третью и четвертую. 4 петли у нас получилось новым цветом. Оставляем вот этот вот наш новый цвет и берем желтую ниточку, и мы ее протягиваем вот так вот сзади. Сзади у нас будут протяжки, по-другому, к сожалению, этот узор не получится провязать. Теперь опять находим следующую петельку, вытаскиваем 1, 2, 3, 4. Оставляем желтый цвет и берем наш второй розовенький. И протягиваем опять 4 петли, провязываем. 1, 2, 3, 4. Оставляем этот цвет, берем желтый и провязываем последние 4 петли. Провязываем первую петлю, вторую, третью, а четвертую вот как бы за 2 половинки провязываем. Вот что у нас должно получиться. Теперь в обратном порядке мы закрываем петли. Провязываем вначале первую петлю желтым цветом, дальше по 2 петли вяжем 2 желтых, 2 желтых, 2 желтых. Теперь желтый цвет оставляем и провязываем наши вот эти вот петли, которые розовые, этим же розовым цветом провязываем 2 петли, то есть первая желтая, вторая розовая, 2, 2, 2. Теперь опять меняем цвет, протягиваем желтую ниточку, в обратную сторону как бы идем, да? Теперь провязываем одну розовую петлю, одну желтую. И теперь опять 2, 2, 2. Меняем цвет.
и протягиваем через желтую и розовую сразу 2 петельки провязываем, 2, 2, 2 и 2. И последние желтые петли провязываем также, меняем цвет, провязываем розовую и желтую и дальше по 2. 2. И теперь смотрите, когда остается последние 2 петли, мы их провязываем розовым цветом, потому что узор у нас будет смещаться, и именно таким образом мы сделаем это смещение. Вот что у нас получилось в этом ряду. Теперь смотрите, вот эта вот розовая петля принадлежит вот этой первой желтой. Теперь мы ее оставляем, берем желтую ниточку, находим вторую петельку вертикальную желтую, под нее заводим крючок, вытаскиваем раз желтую петельку, в следующую 2, 3, а четвертую желтую петлю мы уже провязываем под розовую. И только теперь меняем цвет. Берем розовую ниточку и снова вяжем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь опять берем желтую ниточку и провязываем 4 желтых петельки. 1, 2, 3, 4. Видите, на одну петлю у нас сместилось вязание. Опять меняем цвет, провязываем 4 розовых. 4. Меняем цвет. И теперь здесь у нас осталось 3 желтых петли. Провязываем 1, 2 и третья петля крайняя под 2 стеночки провязывается. Вот что у нас получается в этом ряду. Теперь нам нужно пройти в обратном порядке. Провязываем сначала одну желтую, дальше 2 желтых, 2 желтых и теперь меняем цвет. Провязываем одну желтую, одну розовую вместе, дальше 2 розовых, 2 розовых, 2 розовых. Опять меняем цвет, провязываем розовую и желтую, 2 желтых, 2 желтых, 2 желтых, меняем цвет, провязываем желтую и розовую, 2 розовых, 2 розовых, 2 розовых, меняем цвет, опять вяжем розовую и желтую, 2 желтых, 2 желтых, 2 желтых, и теперь желтую и розовую мы провязываем розовым цветом. Так, смотрите, одна розовая у нас на крючке есть, под желтую ниточку вытаскиваем вторую розовую, меняем цвет, провязываем 4 желтых. 1, 2, 3, 4. Теперь опять меняем цвет и провязываем 4 розовых. 1, 2, 3, 4. Меняем цвет, провязываем 4 желтых. 1, 2, 3, 4. Меняем цвет, провязываем 4 розовых. 1, 2, 3, 4. Здесь у нас осталось 2 петли, и их мы провязываем желтым цветом. Вяжем первую петельку и крайнюю вторую провязываем за 2 стеночки. Теперь вяжем в обратном порядке. Провязываем сначала одну желтую, дальше 2 желтых, меняем цвет, и теперь провязываем одну желтую, одну розовую, и дальше провязываем 2 розовых
2 розовых, 2 розовых. Теперь меняем цвет и провязываем розовую и желтую. Дальше провязываем все желтые. Опять меняем цвет и провязываем теперь желтую и розовую, и теперь все розовые петли. Меняем цвет, провязываем розовую и желтую петельку, провязываем все желтые. Меняем цвет и провязываем теперь желтую и розовую и 2 розовых. Теперь одна розовая у нас на крючке есть. Вытаскиваем вторую и третью. Меняем цвет и протягиваем, провязываем точнее 4 желтых. 1, 2, 3, 4. Меняем цвет, провязываем 4 розовых. 1, 2, 3, 4. Меняем цвет, провязываем 4 желтых. 2, 3, 4. Меняем цвет и провязываем 4 розовых. 2, 3 и 4. Здесь у нас осталась одна петля, и последнюю желтую петлю провязываем желтым цветом. Теперь закрываем сначала желтую петлю, дальше меняем цвет, провязываем желтую и розовую, дальше вяжем все розовые, меняем цвет, провязываем розовую и желтую, дальше все желтые, меняем цвет, желтую и розовую, все розовые провязываем, меняем цвет, опять розовую и желтую, все желтые, меняем цвет, провязываем желтую и розовую и оставшиеся розовые петли. Дальше одна розовая петля у нас на крючке есть, провязываем вторую, третью, четвертую, меняем цвет, провязываем 4 желтых. 1, 2, 3 и 4 петля. Опять меняем цвет, провязываем 4 розовых. 3, 4. Меняем цвет, провязываем 4 желтых. Меняем цвет и провязываем 4 розовых. И как видите, мы вышли с вами на ровное полотно. Я имею в виду то, что 4 петли одинакового цвета, одного цвета, 4 другого, 4 одного, 4 другого, 4 одного. Закрываем ряд в обратную сторону, провязываем сначала одну петлю розового цвета, дальше по 2. Меняем цвет. И провязываем розовую и желтую, все желтые. Меняем цвет, провязываем желтую и розовую, вяжем все розовые петли. Вновь меняем цвет, провязываем розовую и желтую, все желтые петли.
меняем цвет, провязываем желтую и розовую, дальше вяжем 2 розовых, 2 розовых, и когда у нас 2 розовые остаются, мы их провязываем желтым цветом. Это у нас идет начало нашего повтора, то есть там, где вот мы с вами вязали первую розовую петлю с краю, вот здесь у нас это первая желтая петля, и теперь узор у нас будет повторяться. То есть точно так же, как мы с вами вязали вот эту вот часть, мы будем вязать дальше столько рядов, сколько нам необходимо. Принцип не меняется. То есть вот наша первая петелька, это вот там, где мы с вами изменили цвет вот с этой стороны, с краю. Я сейчас провяжу большее полотно, чтобы было видно, как выглядит узор на большом кусочке, чтобы вы могли определить, понравится вам или нет. И вот так вот выглядит узорчик, если провязать большее количество рядов. Это лицевая сторона, а вот так вот выглядит изнаночная. Как я и говорила, что на изнанке у нас будут протяжки. По-другому, к сожалению, не получится. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.